Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю блины без муки на молоке. Они получаются тонкие, эластичные и ничуть не уступают по вкусу традиционным блинам. В них можно завернуть любую начинку или просто подать к столу с медом, с вареньем и со сметаной. Это очень вкусно. Если будете использовать несладкую начинку, то тогда надо немного уменьшить количество сахара в тесте. Пишите в комментариях, а с чем вы любите есть блины. Для приготовления теста мне понадобится в миску разбиваю 3 яйца среднего размера. Добавляю соль и сахар. Сахар вы можете корректировать по вкусу, в зависимости от того, какие вы готовите блины, сладкие или не сладкие. Хорошо все перемешиваю венчиком. Вес яйца со скорлупой примерно 55 граммов. Все ингредиенты для теста обязательно должны быть теплыми, комнатной температуры. И теперь вливаю немного теплого молока. Всыпаю сразу весь крахмал. И замешиваю тесто. В небольшом количестве жидкости все очень легко перемешивается без комочков. Тесто здесь очень простое, и запомнить его пропорции тоже очень легко. По мере надобности можно подливать немного молока. Пропорции теста очень простые. На одно среднее яйцо берем 100 граммов крахмала, 200 мл молока, 1 столовую ложку сахара, 1 столовую ложку растительного масла. Все очень просто. Ну и, конечно, немного соли. Хорошо все перемешиваю и обязательно проверяйте, чтобы на дне не остался крахмал, так как крахмал имеет свойство оседать на дно. Посмотрите, очень легко все перемешалось без комочков. И теперь вливаю оставшееся молоко. Тесто здесь получается такое очень жидкое, фактически даже не похоже на тесто, какое мы готовим с мукой. И также сразу я добавляю растительное масло. Друзья, у меня не записался один кадр. В тесто я добавляю еще 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно заменить его ванильным сахаром. Посмотрите, какое по консистенции получается тесто. Его даже тестом трудно назвать, очень жидкое. Но не пугайтесь, это именно такое тесто на крахмале. Ждать ничего не надо, оставлять тесто отдыхать не надо, так как в нем у нас нет клейковины. Можно сразу печь блины. Я включила разогреваться сковородку. Диаметр по дну 20 сантиметров. Перед тем, как наливать тесто на сковородку, обязательно его перемешиваем, так как крахмал оседает на дне. Сковородку первый раз я даже не смазываю растительным маслом. И теперь печем блины, как обычно. Наливаю тесто на сковородку, распределяю ровным слоем, обжариваю с одной стороны, переворачиваю на другую. С другой стороны обжариваем очень быстро. Блины на крахмале пекутся быстрее, чем на муке. Блины получаются очень тонкие, эластичные. Фактически они ничем не отличаются от блинов на муке. Тесто здесь распределяется очень просто, потому что оно жидкое. Здесь самое главное успевай переворачивать, потому что пекутся они невероятно быстро. И сразу же снимаю блинчики на тарелку. Они получаются вот такие тонюсенькие. Вначале еще немного хрустящие краешки, но блинчики полежат и станут мягче. И таким образом я пеку все блины. Еще раз напомню, что надо обязательно перемешивать тесто перед тем, как наливать его на сковородку. Я блинчики переворачиваю при помощи бамбуковой шпажки. Это очень удобно. Посмотрите, они получаются вот такие ажурные. Вообще не скажешь, что это блины не на муке. Чтобы края теста быстрее становились мягкими, блины сверху можно накрывать крышкой. Иногда с крышки надо протирать конденсат, чтобы блинчики не становились влажными. Все блины испеклись. Всего из этого количества ингредиентов получается 25 штук вот таких тоненьких, эластичных, невероятно вкусных блинов. Обязательно их приготовьте и попробуйте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!